В ту холодную тихую ночь в канун Рождества Эмма, маленькая 12-летняя девочка, прогуливалась по пустынным улицам города. Ее поношенной одежды едва хватало, чтобы защитить ее от пронизывающего холода, а спутанные волосы свидетельствовали о том, что она жила на улице. В животе у бедной девочки урчало от голода. Она уже несколько дней как следует не ела. Ее шаги были медленными и усталыми, но в ее маленьких глазках все еще светилась надежда. Прогуливаясь по улицам, Эмма проходила мимо домов, украшенных рождественскими гирляндами, где семьи отмечали праздник смехом и теплыми разговорами. Воздух наполнился детскими голосами, и девочка представила, каково было бы быть среди них, наслаждаясь елкой, полной рождественских огней и подарков, и столом, уставленным вкусными блюдами. Маленькая девочка порылась в мусоре в поисках каких-нибудь крошек, которые могли бы утолить ее голод, но все, что она нашла, это остатки вялых закусок и гнилых фруктов. Ничего из этого было недостаточно, чтобы наполнить ее пустой желудок. И вот, погруженная в свои мысли и мечты, девочка продолжала бродить по улицам, пока, сама того не осознавая, не оказалась в более богатом районе, где особняки были украшены самыми ослепительными рождественскими украшениями, которые девочка когда-либо видела за всю свою короткую жизнь. И тут у маленькой девочки появилась идея. Перед роскошными особняками она подошла к мусорным бакам, надеясь, что, возможно, ей удастся найти что-нибудь вкусненькое. Эмма подумала про себя. То, что для них является мусором, для меня может быть роскошью. Преисполнившись решимости, она начала рыться в мусоре и была удивлена, обнаружив обилие вкусной еды. Ее сердце наполнилось радостью, когда она нашла кусок индейки, остатки торта и другие деликатесы, которые она и представить себе не могла, что когда-нибудь попробует. Эмма была поражена, ее глаза сияли от волнения. Она чуть не расплакалась от благодарности, потому что этот момент, хотя и маловероятный, был похож на ее собственное особенное Рождество. Однако девочка и не подозревала, что судьба уготовила ей нечто еще более невероятное. Роясь в мусорных баках, она в конце концов нашла то, что навсегда изменило ее жизнь. Бумажник. Эмма отложила бумажник в сторону, потому что в тот момент ее больше всего мучил голод. «Почему я никогда не приходила сюда в поисках еды? Я могла бы есть здесь каждый день», — думала она. У маленькой девочки была невероятно трудная жизнь. Сколько она себя помнила, она родилась и выросла на улице. У нее не было родителей, и она не знала, что с ними случилось. Ее приютила группа бездомных людей, которые заботились о ней как о члене семьи. Однако со временем члены этой группы начали расходиться, каждый в поисках более безопасного места для жизни. И в итоге Эмма осталась одна. Она жила на улицах большого города совершенно одна уже около года, и вероятность того, что она снова встретит членов своей группы, была маловероятна. Покончив с едой, девочка взяла кошелек, который нашла несколько минут назад, и прошептала про себя. «Может быть, здесь есть немного денег, которые помогут мне продержаться несколько дней». Однако то, что она обнаружила внутри этого маленького предмета, парализовало ее и заставило усомниться во всем, во что она верила. Там была фотография. Фотография элегантно одетого мужчины в костюме рядом с не менее красивой женщиной, которая, судя по всему, была его женой. Но что совершенно сбило Эмму с толку, так это то, что на фотографии в центре пары была она. «Как такое возможно?» — пробормотала маленькая девочка, не в силах понять, как она могла оказаться на фотографии рядом с явно успешной и очень богатой парой. У нее было так много вопросов, потому что в тот момент ее маленький мир рухнул. Тем временем в том же районе семья готовилась отпраздновать рождественский ужин. Это были Алистары, чрезвычайно влиятельная семья в фармацевтическом бизнесе, владельцы знаменитой фармацевтической компании. Стивен Алистар был миллионером, чье состояние было напрямую связано с производством различных лекарств, в том числе известного обезболивающего Лиана. Семья состояла из мужчины, его жены Сары и Зои, их 12-летней дочери. Они жили в величественном особняке по соседству и собирались устроить рождественский ужин, которого ждали с нетерпением. Это был первый раз, когда они втроем собирались поужинать вместе,
И Зоя была полна решимости сделать этот момент особенным. Она спланировала все, начиная с организации, заканчивая украшением и даже подготовкой банкета. Родители гордились ее стараниями. Но в воздухе витала тень грусти, которая проявлялась каждое Рождество. Для этого была причина — трагедия, произошедшая 12 лет назад. «Как вы думаете, ей бы понравился банкет?» — спросила Зоя с выражением сожаления на лице. Родители подошли к ней и обняли, выражая свою привязанность. «Конечно, ей бы это понравилось. Ты ее старшая сестра», — ответил ее отец, и его глаза наполнились слезами, в то время как ее мать вытирала слезы. «Но давай не будем грустить сегодня вечером. Она бы этого не хотела», — добавила Сара. Все трое направились к столу, где был накрыт рождественский ужин. Воздух наполнился музыкой, а дом — ароматом вкусной еды. Этого Рождества ждали с нетерпением, так как оно должно было стать первым праздником семьи Алистар. Это потому, что эта дата, несмотря на то, что была праздничным и радостным днем, стала для них печальным воспоминанием, потому что именно в тот день, в канун Рождества, их глубоко потрясла трагедия. Когда Стивен и Сара собирались отпраздновать первое Рождество для своих детей, в их дом вломились грабители, и произошло нечто ужасное. Одна из их малышек была похищена. Миллионер направил все свои ресурсы и усилия на поиски своей пропавшей маленькой девочки, но безуспешно. В последующие годы Рождество стало болезненным напоминанием о том, что его маленькой Лианы больше нет с ними. Годы поисков дочери стали пыткой для Стивена Алистара. Сколько бы денег он ни вложил, ничто не могло заполнить пустоту, образовавшуюся после ее отсутствия. Сара, его жена, была в отчаянии и часто умоляла его найти ребенка. Часто миллионер ловил себя на том, что задумчиво смотрит на единственную фотографию двух своих малышек — Зои и Лианы. Он задавался вопросом, как поживает его малышка. Выжила ли она? Или она была в лучшем месте, на небесах с Богом? Название обезболивающего Лиана, изготовленного его фармацевтами, было данью уважения его пропавшей девушке, хотя и несло в себе жестокую иронию. Никакое болеутоляющее не могло облегчить боль, которую вызвала в сердце отца потеря дочери. Лица, ответственные за проникновение в дом и похищение маленькой девочки, так и не были установлены. Все указывало на то, что преступление было посланием от конкурента, попыткой вытеснить Стивена с фармацевтического рынка. Однако бизнесмен оставался тверд в своей позиции, и это стоило ему самого ценного, что у него было. С годами надежда на то, что они найдут Лиану, уменьшалась. Но Зоя, которой сейчас было 12 лет, знала, что нужно что-то менять. Ее сестра не хотела бы, чтобы ее семья страдала вечно. Поэтому девочка уговорила родителей приготовить ужин в честь ее пропавшей сестры, мотивируя это тем, что ей будет приятно видеть, что семья живет дальше и больше не погружена в печаль. Супруги знали, что их дочь права, поэтому позволили ей руководить приготовлениями к Рождеству. Девочка была полна энтузиазма и рассматривала этот ужин как возможность почтить память своей сестры. Однако никто и представить себе не мог, что судьба уготовила для них сюрприз в тот день. Трое членов семьи Алистар сидели за столом, готовые приступить к ужину. Отец, переполненный эмоциями, поделился несколькими словами любви и благодарности за то, что они наконец-то снова празднуют Рождество всей семьей. Мать также выразила свою радость по поводу того, что они празднуют Рождество, а не зацикливаются на трагедии, которая преследовала их в течение многих лет. Но как только они собрались приступить к ужину, в дверь позвонили, прервав радостное настроение. Удивленная девочка спросила, кто бы это мог быть? «Я никого не приглашала сегодня вечером». Стивен встал и ответил, «Можешь начинать. Я сейчас вернусь». Миллионер подошел к двери, недоумевая, кто это мог быть там так поздно, почти в полночь. И когда он открыл дверь, его реакцией было недоумение, и мир вокруг него исчез. Эти короткие секунды неподвижности показались ему вечностью. Остальная часть дома исчезла, когда он уставился на человека, стоявшего перед ним. Сара, видя, что мужчина не отвечает, решила пойти и проверить, но окаменела, увидев неожиданного гостя. Это была маленькая девочка,
о которой мы говорили ранее. Маленькая бездомная девочка Эмма. Девочка дрожала от холода, завернувшись в свое изодранное одеяло, держа в руках кошелек миллионера. Она протянула руку и сказала: «Добрый вечер. Вы Стивен Алистар? Я нашла ваш кошелек в мусорном баке. Я думаю, вы случайно потеряли его, поэтому я пришла, чтобы вернуть его вам». Стивен был ошеломлен и не мог найти слов для ответа. Его жена, не менее потрясённая, заплакала от умиления. Девочка нашла его адрес на карточке в бумажнике и решила вернуть ее вместе со всем, что было внутри. Карточки, деньги, все остальное. Но ей нужно было кое-что спросить. Ее глаза заблестели при виде этих двух людей на фотографии, которые, как она подумала, могли быть ее родителями. Хотя она была смущена и колебалась, она сказала: «Я хотела узнать об этой фотографии». И показала фотографию пары и себя самой. Увидев ее, Стивен разрыдался. Маленькая девочка не совсем понимала ситуацию, но внезапно Зоя, которая была в столовой и услышала, что происходит, встревоженная, подбежала к двери. Когда Зоя увидела бездомную девочку и сцену, разворачивающуюся у двери, ее глаза расширились. Девочка, не теряя времени, подбежала к Эмме и просто обняла ее со всей силой и любовью, на которые была способна в тот момент. «Ты жива. Я так и знала. Я всегда это знала», — сказала дочь бизнесмена, уже давая волю слезам. Оправившись от первоначального шока, бездомная девочка поняла, что перед ней ее сестра-близнец, и тогда она все поняла. На фотографии была не она. Это была Зоя. Слезы катились у них из глаз, когда их родители стали свидетелями этого эмоционального воссоединения. «Ты — рождественский подарок, о котором я просила, моя сестра, моя родственная душа», — сказала Зоя, крепко прижимая к себе сестру. Вскоре родители обнялись, испытывая облегчение от того, что наконец-то их дочь, которую они потеряли 12 лет назад, теперь рядом с ними. И так, чтобы объяснить, как все это произошло, причиной разлучения близнецов стала череда ужасных событий, произошедших, когда они были младенцами. В то время Стивен был на пике развития своей фармацевтической компании. Он разрабатывал инновационное болеутоляющее, которое должно было вот-вот завоевать мировой успех. Однако, как и у каждого успешного человека, у него были враги, которые смотрели на это широко открытыми глазами. Соперник послал головорезов проникнуть в дом Алистаров. Цель состояла в том, чтобы найти формулу обезболивающего и затем запросить миллионы в обмен на эту формулу. Однако в ту ночь что-то пошло не так. Преступники поняли, что рецептуры лекарства в особняке нет. Поэтому один из мужчин похитил одного из младенцев в качестве залога, чтобы получить деньги. Однако главарь банды пришел в ярость и приказал ему избавиться от ребенка. Опасаясь, что его поймают во время обмена, он бросил похищенную девочку в переулке. Так Лиану нашли бездомные, которые приютили ее и заботились о ней. Они также назвали ее Эммой и были для нее как приемная семья. Супруги Алистар безмерно страдали, разыскивая своего ребенка. Однако они не знали, что оплошность самого миллионера в конечном итоге приведет их к его дочери. За день до Рождества, поскольку Зоя убедила своих родителей отпраздновать эту дату вместе, они втроем решили сделать то, что делали редко. Они отправились на рынок, чтобы купить все необходимое для рождественского ужина. Купив все ингредиенты, они вернулись домой. Стивен, помня о своем скромном происхождении, в тот вечер отпустил своих работников, чтобы они могли отпраздновать это событие со своими семьями, и сам вынес мусор. Но когда он выбрасывал остатки еды в мусорный бак, то, сам того не осознавая, уронил туда свой бумажник. Он и не подозревал, что в ту самую ночь его неосторожность сотворит чудо. Воссоединение маленькой девочки со своей семьей было неописуемой радостью. Ее переименовали в Эмму Лиану Алистар, и она, наконец, почувствовала себя частью любящей семьи. Но на этом хорошие перемены не закончились. С помощью ее отца, который был очень благодарен бездомным за то, что они растили его дочь с заботой и любовью, девочка основала организацию, помогающую бездомным людям встать на ноги. Проект был настолько успешным, что действительно изменил многих людей. В конце концов, Эмма нашла своих старых друзей, членов своей группы,
и также помогла им улучшить свою жизнь. После воссоединения семья Алистар была очень счастлива, а рождественские вечера стали поистине особенным праздником, где любовь и единение отмечались беспрецедентным образом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.